карта «Дьявол» всегда выступала в каких-то голливудских фильмах как самая страшная карта. Кроме смерти еще был дьявол, да, ну еще там повешенные, вот эти вот все башни обязательно. Страшная темная карта. Не такая уж она и темная, не такая уж она и страшная. Вот. Сегодня мы это с вами увидим. В принципе, основные значения, основной как бы смысл карты я передал еще в лекции по этому старшему аркану, которая есть в плейлисте «Старшие арканы». Кто не видел, поищите на канале. У меня, в принципе, все видео собраны более или менее внятно по плейлистам. Есть интенсив-курс, где пробегаем мы так все карты быстренько довольно-таки, да. Есть старшие арканы с более подробным разбором каждой карты. Есть младшие арканы с более подробным разбором тоже вот по четверкам, да. Тузы, двойки, тройки и так далее. Вот. Ну и философская тематика тоже присущая этим картам, почему бы нет. Есть отдельный плейлист с точки зрения философии на старшие арканы, потому как она в них есть непременно, и в Дьяволе тоже есть. Как я люблю говорить, нет плохих карт. Есть отрицательное и положительное значение карты. Негативное и позитивное, скажем так. Вот прямой дьявол — это хорошая карта. Перевернутый дьявол — карта, конечно, плохая. Да? Хороший пример, давайте вам сразу, чтобы вы так не удивлялись, если вы первый раз слушаете про эту карту и думаете, ну как так, это же дьявол, это же однозначно плохая карта, вон фон, черные рога, копыта, как это все при нем, да? Но если глубже копнем в историю, то это, конечно, Люцифер. Вот, Люцифер, который падающая звезда, Люцифер, который светоносный, Люцифер, который утренняя звезда, там же Венера, вот все вот это вот, оно туда идет. Более подробно я рассказываю об этом как раз в плейлисте «Старшие арканы». Но важно помнить, что Люцифер, несущий свет, это тот самый ангел падший, который, ну, во-первых, собрал всех, скажем так, оппозиционеров в одну толпу и повел их против Бога воевать, да? А во-вторых, в других религиях, либо в каких-то мифах, сказках, был у нас еще Прометей, который тоже такой бунтарь, пошел против главного бога, против Зевса, ради того, чтобы принести свет знаний, ну, в частности, огонь людям, и научил их каким-то ремеслам, научил их, как управляться с огнем, научил их выживать как-то. С одной стороны, вроде бы была такая тема с Гермесом, да, Гермес Трисмегист, помните, маг, который научил людей там магии и всему такому полезному. Собирательный образ просветителя. Гермес Трисмегист у нас проскальзывал в третьем доме, в Иерофанте. И у нас вот этот образ просветителя, Люцифера, потому что в переводе с латыни Люцифер — это несущий свет, светоносный. Вот. Он же просветитель, говоря по-другому. Да? То есть вот эта тема работы с информацией у нас присутствует. Дьявол всегда искушает. Дьявол всегда дает какую-то информацию, над которой мы задумываемся и начинаем понимать, что елки-палки, а ведь и действительно что-то в этом есть. Какая-то, как это говорится, в каждой шутке есть доля шутки, да? Третий дом у нас фигурировал вот с тем самым Иерофантом, с тем самым учителем, который учит других людей, как правильно учит учеников. И вообще третий дом у нас вот с этим образом, с образами двойников. Люди, которые учатся у Иерофанта, приходят к нему за знаниями, следуют каким-то путем. И человек, который понимает свою истинную природу по любовникам и делает свой выбор среди вот всех этих шаблонов, по которым
предлагает следовать иерофант, да, мы в конце концов, сообразно своему желанию, выбираем шаблон, который нам больше всего подходит. Для этого нужно, конечно, работать с большим количеством информации по Меркурию, тот самый Гермес Трисмегист, просветитель, да, и, соответственно, по Прозерпине мы должны понимать, что важно сделать свой выбор. Для себя лично правильную информацию просеять. Это вот та самая Прозерпина. Зерно, да, одно зерно из множества. Вот та самая точка, вынесенная за скобки. Вот твое, а все другое не нужно. Тематика, что вот оно твое, то, что тебе хочется, то ты и любишь на самом деле. По сути, выбора у человека нету. У него есть какие-то врожденные умения, врожденные желания, которые оторвать от себя и выкинуть нельзя. Просто потому, что они присущи именно вашей личности. Именно к вам привязаны, как тот самый Люцифер, да, как тот самый Прометей, который был прикован к земной тверди, к скале. Если вы помните, и Люцифера, да, где у нас там такая картиночка, да, ой, не то, прошу прощения, временами выходит из-под контроля. Вот тот самый Люцифер, прикованный к земной тверди. И тот самый Прометей, прикованный к земной тверди по итогу. Да, если вы помните, ему выпало наказание от Зевса за все это дело. Он был низвергнут на землю и был прикован к скале. Ну, грубо говоря, это образ того, что любые светлые помыслы, тянущие человека вверх, должны упираться в привязку человека к чему-то материальному. То есть мало ли, что мы хотим быть такими добрыми, такими правильными, высокоодухотворенными личностями, которые вот заботятся о всех других, но мы прикованы к своему физическому телу. Когда у нас вот есть этот образ прикованного Прометея, либо образ прикованного Люцифера, это намек на то, что мы не можем отвязать свое сознание от нашего физического тела, от материального мира. И должны все равно следовать желаниям нашей, скажем так, физической тушки. Никуда не деться. Хочет тушка кушать? Мы будем бороться за последнюю крошку хлеба с соседями, если у нас там ограниченный ресурс, да, мы быстро теряем все вот это вот цивилизованное, да, и опускаемся до уровня диких зверей, просто потому, что физическое тело хочет кушать. Никуда мы деться не можем. Какие-то инстинкты, какие-то рефлексы. Боязнь смерти, боязнь голода. То, чего мы боимся. То, что делает нас вот этими бессловесными существами. Очень круто об этом сказано в фильме «Остров», да, с Мамоновым. Великолепный фильм. Великолепный просто. Вот там как раз сцена о том, как человек борется со своими соблазнами. Поэтому дьявол — это, конечно, соблазны, которые привязаны к нашему физическому существованию. Нам хочется денег, нам хочется какого-то спокойствия, нам хочется выделяться на фоне окружающих людей, других людей. Да? Вот. Просто потому, что это нормальное стадное поведение, естественное и рефлекторное. И деваться вот этой цепи мы никуда не можем. Как привязаны, так и будем дальше сидеть на этой самой цепи. Важно ловить баланс между высокочеловеческим, высокоморальным и вот этим физическим. Я часто сталкиваюсь с людьми и в комментариях, и приходят ко мне на лекции, и на консультации приходят. Люди, которые не могут найти себя в нормальном материальном мире, да, ну как-то так не повезло им найти себя. И вот они внезапно открывают для себя эзотерику, и она кажется им каким-то волшебным
лекарством, волшебным свойством, волшебным оружием, которое помогает все-таки осуществить задуманное. И полностью впадают в эзотерику, да. Вы знаете тоже таких людей, их обычно называют шизотерики. Люди, которые начинают все объяснять с помощью магии, с помощью эзотерики, с помощью каких-то высших сил и перестают пользоваться обычными материальными способами, обычными общечеловеческими способами достижения успеха, достижения своих целей. Вот. Это, конечно, перевернутая карта, это негатив. Но если мы вспомним вот тех самых великих проводников, Прометея, Данка, если вы помните историю про Данка, да, это человек, который вывел там либо из темного леса, либо из какой-то темной пещеры сообщество людей, которые отчаялись уже, никак не могли найти выход из сложного положения, из сложной ситуации. Вот он вырвал сердце, пылающее сердце из своей груди, вознес его высоко над собой и, освещая путь своим сердцем, да, такой очень красивый образ, повел этих людей за собой. И вот это и есть тот самый дьявол, тот самый Люцифер. Потому что если мы еще раз вспомним Прометея, если мы вспомним Данка, да, они, конечно, действовали ради людей, ради других людей. Они собирали этих людей и вели их за собой куда-то к великой цели. Вот перевернутый дьявол, нехороший, злой, шайтан, Люцифер, да, он тянет за эту цепочку человека туда, куда ему не нужно. Он тянет его вниз, к каким-то физическим потребностям, к осуществлению своих маргинальных желаний таких. Понимаете? Ну ты же человек, ты же хочешь. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Ну попробуй, да. Ну вот нашептывает на ухо всегда. С другой стороны, личность, которая может заговорить о том, чего тебе хочется на самом деле, она способна привести тебя куда-то в светлое будущее. Этим пользуются все политики. По этой карте, да, если мы вспомним варианты каких-то способов с помощью карт Таро просмотреть свое предназначение в жизни, да, свою судьбу, смысл жизни. Вот те самые луч миссии, матрица судьбы, подлуч миссии, там, я не знаю, какой там антилуч миссии, темный луч миссии. В общем, там много всяких разных лучей. Ну, в общем, если смысл вашей жизни выпадает на эту карту, да, ваше предназначение, и вы пытаетесь понять, что ж тут хорошего, это что же мне теперь вот с такой паршивой картой теперь всю жизнь страдать и мучиться? Ничего подобного. Если выпадает дьявол, пожалуйста, это тот, кто ведет за собой людей, тот, кто освещает им дорогу. Это работа с информацией, потому что 3-й и 9-й дома, если вы помните у нас, да, 3-й и 9-й дома — это огненный 9-й дом и воздушный, информационный 3-й дом. Это, конечно, политика. Причем политика такая, далеко идущая вперед. Это не просто где-то вот на местном уровне собрать какую-то свою командочку маленькую, да, и рассказать всем информацию, которая вот важна на каком-то локальном уровне. Это 3-й дом скорее. По 3-му дому у нас идут знакомые, друзья, соседи, однокурсники, одноклассники. В общем, люди очень похожие на нас, те самые близнецы, да, с одними и теми же потребностями. А вот с другой стороны, им противостоит образ, идея, которая собирает все вот эти вот разрозненные массы, которые кучкуются по интересам, собирает их в одно и ведет за собой. Как тот самый Данка, как тот самый Прометей или Люцифер, если ведет не туда, куда надо, не туда, куда вам хочется, а туда, куда хочется ему. Так вот, один из самых ярких образов, которые я вижу по этой карте, это Владимир Ильич Ленин, который с броневика
толкал в своей речи революционно настроенным солдатам, матросам и пролетариату. Да? Дорогие революционно настроенные солдаты, матросы и пролетариаты, давайте непременно сейчас же, сегодня же этим вечером, не откладывая в долгий ящик, возьмем зимний. Потому что это категорически нужно для достижения светлого будущего, которое у вас непременно будет, если вот прямо сегодня мы возьмем зимний. Светлое будущее, оно будет потом, я вам покажу дорогу, как пройти вот к этому самому светлому будущему. Но если мы объединим наши усилия, то вам будет каждому лично то, что вы хотите. Вот вам, товарищи рабочие, вам будут фабрики. Вам, товарищи крестьяне, будет земля. Вам, товарищи революционные солдаты, будет миру мир, да, и по домам. А вам, товарищи матросы, будет дальнее плавание, ну и прочее, чего там нужно. В общем, что делал этот самый дьявол Ленин? Для кого-то хороший, для кого-то плохой. Тут все зависит скорее от ваших политических предпочтений. Но он точно действовал по этой карте, потому что по этой карте объединяются интересы, усилия разных масс людей и направляются в одну сторону. Как бы, как линза собирает вот эти лучи, да, и направляет в одну точку. Помните? Я говорил вам о Зевсе. Так вот, Зевс, он... Так, где у нас тут этот самый Зевс? Я уже не помню эту. Ага. Ну, допустим, Нептун. У нас же идет сочетание Зевса и Нептуна именно в девятом доме. Почему? Потому что, если вы помните, в девятом доме у нас как раз идет... Так. Как раз идет сочетание двух планет. Основная планета девятого дома — это Юпитер, он же Зевс. Да? И как бы такая фоновая планета — это Нептун. Нептун у нас говорит о том, к чему привязан человек, его те самые глубинные желания, личные желания каждого. А вот Зевс умеет у нас объединять и просвещать, причем одновременно. Потому что именно Зевс считался светлым богом. На заре античной мифологии, древнегреческой, да, там не особо там они сначала разделяли богов по категориям. У них первоначально был там темный бог и светлый бог. Как в любой примитивной изначальной религии есть темный бог и светлый бог. Вот светлый бог — это Зевс, метатель молний и показыватель света, да, и темный бог, который жил под землей, под водой, Нептун, вернее, Посейдон, да, злое божество подземных вод. И вот светлый бог Зевс, он что делал? Он направлял желания богов в одну точку. Если вы помните мифологию, именно Зевс собрал братьев и сестер и повел их на битву с Кроносом, со своим отцом, ну, с их общим отцом, да, он же Сатурн, он же Кронос. Вот. Он как бы собрал усилия, желания богов и направил в одну сторону. Такой политик Владимир Ильич Ленин. Давайте, говорит, революционно настроенные божества, давайте спихнем этого тирана с трона, и тогда я буду править. Чем это не политика? Как раз политика. С одной стороны, он хорошо знал, чего хотят боги, что хочет каждый бог. С другой стороны, он направил их усилия в одну точку. Вроде все боги хотят разного. Все люди хотят разного. И вот умение сказать такую пламенную речь, чтобы все захотели одного этого самого светлого будущего, где все у всех есть. Землю крестьянам, фабрики рабочим, там каждой твари по паре, каждому мужику по бабе, да, как
Александр Григорьевич Лукашенко обещал, или кто там, Жириновский. Ну, в общем, политики всегда говорят о том, чего мы хотим. Всегда увлекают нас нашими мечтами, и потом на вот этих самых наших мечтах выезжают в свое безбедное существование. Вот. Поэтому эта карта, в принципе, говорит об умении человека понять, прочувствовать, что хочет твой собеседник. Понять, каким образом это, скажем так, совпадает с твоими желаниями, с твоими планами. Ну и, соответственно, Юпитер у нас это управитель, да, ну то есть самая главная планета Солнечной системы, самая крупная, обладающая самым большим авторитетом, самой большой массой, притяжением, да, вот то самое притяжение, умение сплотить вокруг себя разнородные интересы и направить их в одну сторону. Вот дьявол всегда цепляет нас за то, что мы хотим. И направляет туда, куда нужно ему, конечно. С одной стороны, если вы будете следовать за этим дьяволом, он заведет вас куда-то не туда. Потому как если вот по этой цепочке своих желаний идти, то непременно вы поймете, что все упирается в какое-то банальное, обычное, примитивное физическое желание. Почему? Почему вот образ этого самого дьявола такой с рогами, с копытами, с хвостом, с этим всем, да? Почему тут у людей эти рога и хвосты? Потому что, в принципе, каждое желание каждого революционно настроенного солдата и матроса в конечном итоге приводит к самому простому, обычному желанию. Желанию хлеба, спокойствия, каких-то физических удовольствий, к безопасности. В общем, та самая пирамида Маслоу, да, где на самом нижнем уровне лежат обычные, банальные, материальные желания. Поесть, поспать, безопасность, ну и дальше уже там размножение и прочее, прочее. Что у нас может выпадать на эту карту, на 9-й дом, когда речь идет о смысле жизни, о каких-то более философских вещах? Управление другими людьми. Управление другими людьми с помощью просвещения этих людей, предоставления им какой-то информации. С одной стороны, вроде бы у нас 3-й дом на этом может быть, да? Но там информационная тематика идет по 3-му дому. Там идет журналистика, там идет обработка информации, там идет работа с небольшими массами людей, которые каждый себе что-то хочет. А вот дьявол находит общее вне зависимости от интересов. Дьявол находит что-то глубинное. Это умение опуститься до самого базового уровня. Это если интересы, то какие-то такие, которые есть у самых разных людей. Если вы помните, 9-й дом, он у нас привязан еще и к зарубежным поездкам. То есть знакомство с людьми, которые отличаются от нас по большому ряду факторов. Да? Цветом кожи могут отличаться, языком. Отличаться могут обычаями, привычками, кухня, одежда, в общем, что угодно. Но 9-й дом — это когда ты находишь язык с этими абсолютно чужими тебе, новыми, непонятными людьми, основываясь на каких-то базовых, понятных любому человеку вещах. Вот те самые глубинные общечеловеческие мотивы. Когда Владимир Ильич Ленин вел за собой революционно настроенных солдат и матросов, он вел их как раз вот за такими банальными, обычными, ключевыми желаниями. Спокойствия, мира, желание делать свое дело так, чтобы тебе никто не мешал. Вот. Поэтому это не просто работа с информацией, это работа с желаниями людей. Это огненный дом, это дом, который говорит об общечеловеческих каких-то мотивах и побуждениях. Если вы помните,
В своих лекциях я рассказывал вам о том, что у нас есть 3 вида огня, скажем так, да. Вот у нас первый дом, первый огненный дом, дом Овна. Это быстрый, активный знак, экспрессивный очень. Это кардинальный огонь, первый огонь, который встречает в своей жизни человек. Ну вот представьте себе, идет пещерный человек по лесу, тащит на плече ногу свежеубитого там саблезубого кабана какого-то. Да? И вот внезапно рядом с ним в дерево бьет молния. Молния исчезает тут же. Огонь, зажженный этой молнией, он тоже достаточно быстро исчезнет. В течение дня точно. Даже угли остынут. Но пока есть этот огонь, пещерный человек, в испуге выронив эту самую ногу, убегает потом. Ну, кушать-то хочется все-таки. В пещеру-то надо что-то принести. Возвращается потом, успокоившись за этой ногой, находит ее слегка обгоревшей, обуглившейся и более вкусной от этого. Таким образом он знакомится вот с первым огнем. Первый огонь в жизни человека — это желание, которое бьет быстро, сильно, мощно, в одну точку. Это сконцентрированный такой заряд энергии, который очень быстро исчезает из реальности. Но им можно воспользоваться, пока горит этот огонь. Кардинальный огонь — это вот такой быстрый, исчезающий в нашей жизни огонь. Второй огонь, фиксированный, это лев. Человек, который приносит этот самый огонь с собой в пещеру, начинает его поддерживать, чтобы этот огонь не помер. Подкладывать в него дрова и таким образом как бы помогая всему своему племени обогреваться у этого костра. Ну и соответственно, чтобы костер не помер, нужно же постоянно дрова бросать. И хорошо бы, чтобы человек, который занимается этим делом, знал, какие дрова туда нужно бросать. Не сырые, а такие вот подсохшие, правильные дрова, которые горят долго, которые не погаснут вдруг от порыва ветра. В общем, человек должен разбираться в том, что он делает, поэтому пусть лучше он постоянно сидит и постоянно следит за этим огнем. Прикол в том, что лев, да, как второй огонь, фиксированный огонь, они центр внимания общества. Они центр внимания общества, они поддерживают интерес к себе, они чувствуют, что все внимание приковано к ним. Почему? Потому что человек, который сидит у костра, он постоянно следит за костром. Все занимаются, работают чем-то. Кто охотится, кто там стирает, убирает, кто жарит. А вот он ничего не делает, он развлекается, он только у костра сидит. Львы очень любят заниматься тем, что им на самом деле хочется делать. Играться, развлекаться. То есть такие очень, очень открытые, общественно активные люди, которые не любят на кого-то работать, любят делать то, что им нравится, самовыражаться как-то, да, в том, что им нравится больше всего заниматься. Вот. И, собственно, это в отличной мере отображает характер льва. Делать только то, что тебе нравится. Не работать, а как бы лежать и только смотреть в огонь. На самом деле это тоже работа. Самовыражаться — это тоже работа. Но вот, скажем так, лежать и ничего не делать, не торопиться, спешить тут не надо. Львы фиксированные, они медленные, неспешные. Вот это второй огонь, фиксированный огонь. Однако, от внимания этого человека, от того, как он следит за этим огнем, зависит жизнь целого прайда львиного, да, целой семьи, целого рода, племени, которое живет в этой пещере. Тут уже как бы ближе к чему-то такому, не такому индивидуальному, как Марс, как Овен, как яркая быстрая молния. Овны вообще по характеру такие вот. Им вынь да положь сейчас сразу все. Либо все, либо ничего. Они быстро вспыхивают, загораются какой-то идеей, но если эту идею реализовывать нужно долго, то они теряют интерес быстро, гаснут, как вот тот самый случайный пожар. Львы, они фиксированные, они долго,
скажем так, реализуют свое желание, но зато они больше склонны к общению с другими людьми, к принятию желаний других людей. Они уже больше думают о семье, скажем так. А вот третий огонь — это общественный огонь. Это когда людям нужно двигаться целыми поселениями дальше и дальше и дальше. Это когда люди настолько глубоко изучили, как с помощью огня можно жить, что они начинают выжигать целые леса для того, чтобы вот на этих выжженных территориях можно было сеять и выращивать какие-то злаковые, да, которые 2, 3, 4 года на этой почве, удобренной золой, всходят, собирают, всходят, собирают. Через 2, 3, 4 года почва истощается, нужно двигаться дальше. И они выжигают следующий лес. 2, 3, 4 года живут, потом следующий лес, да, то есть это то, что называлось подсечно-огневым земледелием. Это постоянное движение вперед, куда-то к новым и новым горизонтам, к новым и новым завоеваниям. Это вот тот самый огонь, который собирает вокруг себя людей и ведет их за собой. Это лесной пожар, во время которого у всех появляется одно желание, только двигаться. Двигаться вперед как можно быстрее. Потому что ты хочешь абсолютно искренне по этому дьяволу спасти свою жизнь. Включается твое природное, твое животное. Да, и ты бежишь от этого лесного пожара все дальше и дальше и дальше. Вот это на таком животном уровне. На человеческом уровне это постоянное желание двигаться вперед, изучать какие-то новые земли, путешествовать, развивать расширять свои горизонты. 9-й дом — это постоянное расширение, как тот самый Юпитер, планета, постоянно захватывает в свое притяжение все больше и больше и больше спутников, да, это постоянное желание все больше и больше, все дальше и дальше. Зевс считался одним из самых, как это сказать, ну не то чтобы похабных, но таких сластолюбивых богов. У него было несоизмеримое множество детей. Потому что ему все время хотелось. Хотелось вот того самого, на что нас подвигает тот самый дьявол. Ну, вот, и он себя не сдерживал порой. Поэтому Юпитер, Зевс — это тот самый отец большого количества детей. Это вот тот самый дедушка Ленин, который обо всех одинаково заботится. Да? То есть вот тот самый образ человека, который, с одной стороны, очень похож на императора. Да? Вот. Но по сути это обратная сторона этого самого дьявола. Он может прикидываться вот этим заботящимся. На самом деле он просто говорит о тех самых желаниях, которые есть у каждого человека. Лесной пожар гонит одинаково всех вперед. С позитивной стороны это подсечное огневое земледение, пожар, который расчищает тебе дорогу, да? А с негативной это лесной пожар, от которого ты убегаешь, забываешь о том, что ты человек, думаешь только об одном, как бы спасти свою жизнь. Точно та же мысль, которая у бегущей рядом с тобой, там, я не знаю, лисицы, волка, медведя, у кого угодно. У животных и у человека одна мысль — о спасении своей жизни. Вот это негатив, это опускание до животного уровня, когда ты не думаешь ни о чем, кроме как о выживании. Вот. Как нам привязать эту карту к смыслу жизни? Ну, во-первых, если вы хотите, любите работать с другими людьми, по этой карте вы можете помогать другим людям как-то разбираться со своей жизнью. Разбираться, понимать, чего же вы хотите на самом деле. Коучи, пожалуйста, идут по этой карте, потому что коучи как раз работают с желаниями людей. Психологи идут по этой карте,
Но по дьяволу у нас идет скорее, как бы это сказать, индивидуальное желание. Когда ты пытаешься вычленить свою индивидуальность, непохожесть из череды других людей. У всех есть одно желание, а у тебя вот свое такое особенное. Ты не такой, как все. Дьявол — это, конечно, чужак. Дьявол — это человек, который неправильный какой-то, да, еще вот это отголосочек такой предыдущего знака Скорпион. Если вы помните, я постоянно говорю о том, что знаки переходят из друг в друга потихонечку, постепенно, как цвета в радуге меняются, да, нет жесткой границы между человеческими ощущениями от одного знака и другого. В астрологии, конечно, могут быть какие-то жесткие рамки, да, однако то, как человек чувствует вот эти астрологические понятия, вот чувства не имеют жестких рамок. Поэтому астрологическое определение знака — это одно, а то, что человек чувствует, ну вот он не может быстро поменять одно ощущение с другого. Поэтому дьявол — это еще и отголосок чего-то неправильного. Почему? Потому что у нас же вот он, третий дом. Это то, как правильно. Это то, как деды и прадеды. Это то, как учат вот те самые скрепы, как правильно креститься, да, 2 или либо 3 пальцами. Ну вот. Это традиции, обычаи. Те самые скрепы, да, о которых сейчас так много говорят, это третий дом. Общество, люди, похожие на тебя, объединенные одной идеей. Язык, либо религия, либо вы просто тупо живете вместе на одной улице, и вы просто соседи, у вас одна идея, что мусорка к вам переезжает в 5 вечера по средам. Да, допустим, вот и вся ваша идея, которая вас объединяет, потому что в среду в 5 вечера вы все вот по третьему дому выходите сделать какую-то общую, одну похожую вещь. Когда вы пытаетесь быть похожим на своего соседа, потому что, ну, вы в таких же рамках, вы похожи на него просто потому, что живете той же жизнью. А вот 9-й дом — это зарубежные поездки, это не похожие на всех людей. Это индивидуальность. Индивидуальность, не похожая на других. По 3-му дому индивидуальность у нас находилась как? Вот тот самый Иерофант говорит, что ты у нас, дорогой человек, имеешь рост 1,95 м, 1,98 м. Вот. Таким образом, у тебя есть много вариантов развития твоей ситуации. Ты можешь пойти в баскетболисты, а можешь пойти в дяди Степы милиционера, да, чтобы тебя было далеко видно, там, либо еще что-нибудь такое. То есть он предлагает тебе какие-то шаблоны, которые применимы к людям с твоими параметрами. И ты уже по влюбленным, по любовникам выбираешь такие, какие параметры тебе нравятся и куда тебе хотелось бы пойти. Допустим, вот возьмем образ этих самых баскетболистов, да, вот они любят, мало того, что у них рост высокий, но те люди, которые любят спорт, они еще и в баскетбол идут. И у них совпадает. Вот это шаблоны с их желанием совпадают. Окей, хорошо, хорошо. Есть масса высоких людей, которым плевать на баскетбол, и которые выбирают себе другой путь какой-нибудь. Но есть уникумы, которые не идут по общим шаблонам, а которые говорят: но я же все равно хочу, мне вот нравится баскетбол, да, но у меня нет вот по Иерофанту физических данных таких, да, у меня рост там 1,70 м, допустим, и что мне теперь? И вот если человек, понимая, что шаблон не для него, он выбрасывает этот шаблон, но если очень хочется, то ты ведешь себя по 9-му дому. Следуешь все равно за своим желанием, мобилизуешь все свои усилия, направляешь их в одну точку и упорно продалбливаешь, как вот лазером прожигаешь вот эту бетонную стену этого шаблона. Есть баскетболисты,
которые настолько любят баскетбол, что даже с невысоким ростом, там, ну, 1,70 м для баскетболиста это ничто, это такое, это выбраковка как бы, да. Ну вот. Но тем не менее, если очень человеку хочется, он занимается упорно, усердно, он делает какие-то трехочковые броски, он резкий, быстрый, он прям так вот так может, что, вот, что не каждый двухметровый верзила может. И вот дьявол это не такой, как все. Это тот, который может собрать всю свою волю, все свои усилия направить в одну сторону, все свои желания направить на достижение своей цели. И если он все сделал правильно, то добиться своей цели он может. Ну, вот такие дела. Смотрите, еще я рассказывал, что есть у нас 3 типа людей по огненным знакам, да? Например, вот те же самые спортсмены, которые на Олимпийских играх завоевывают медали. Это люди, которые хотят быть первыми. Самыми лучшими, самыми первыми, раньше всех получить золотую медаль, встать на самую высокую ступеньку пьедестала, вот, достичь какой-то цели, себя пронести куда-то. Это, конечно, по магу, это вот те самые спортсмены, которые, допустим, олимпийцы, да, они вот занимаются, они свои усилия направляют в цель, как вот тот самый Марс, значок Марса, да, вот ты желание направляешь куда-то, какую-то цель. Огненное ощущение. Есть на Олимпийских играх второй тип огненных людей. Это главные люди, которые за всем следят, сами ничего не делают, как те львы, только руководят. Кто у нас руководит на Олимпийских играх? Кто самый главный, к чему мнению прислушиваются всегда? И кто сам при всем этом сидит и просто смотрит на то, как остальные работают? Спортсмены бегают, зрители хлопают. Вот те самые судьи, которые по льву, по второму огню понимают, что они главнее. Добиваются своей цели по первому дому спортсмены, а по второму огню, по пятому дому судьи решают, кто лучше, кто хуже. И все в конечном итоге зависит от их слова. Но есть еще и третий персонаж, который говорит о желаниях, который сам сидит вот на этой жердочке, ничего не делает, но который дергает за ниточки, манипулирует вот этими самыми людьми, которые привязаны к своим желаниям. Они хорошо работают с информацией, эти дьяволы. Они знают, чего хотят люди, которыми они манипулируют. И они по противоположному дому являются людьми, которые хорошо работают с информацией и направляют человека туда, куда ему нужно. Это у нас эти самые тренера. Это тренер, который сам уже не хочет ничего делать, потому что там у него травма старая или еще что-нибудь такое, но он мобилизует усилия спортсмена и направляет его в нужную сторону, подбадривает, мотивирует, ведет тот самый пастырь, который направляет вот заблудшую овцу туда, куда нужно, к победе на Олимпиаде. Такой коуч, да, который говорит, ты же хочешь золотую медаль олимпийскую? Давай работай тогда, тренируйся. Вот. Почему еще пастырь? Значок, астрологический символ Юпитера, такая закорюка непонятная, да? То нам кажется она непонятная. По сути, это такой жезл, палочка с крючком. Жезл с крючком — это пастушеский жезл. Это пастырь, который ведет овец. Это проповедник, который говорит нам о том, чего мы хотим. Мы же хотим спокойствия и мира. Мы же хотим спастись из этого бренного существования, спасти свою душу. Вот они говорят нам о том, чего мы хотим, и направляют всех нас на правильные какие-то деяния. Вот те самые пастыри, те самые мессии, которые ведут нас туда, куда в конечном итоге мы же и хотим попасть.
Так что, конечно, это учитель, но учитель, который не действует, как все. Учитель, который действует каким-то таким способом, потому что дьявол это еще и анархист. Почему? Потому что обычаи и общество у нас в третьем доме. Да, вот эти наши братья, сестры, родня, знакомые, одноклассники, однокурсники, скрепы, обычаи, вот это вот все общество, да, близкое нам общество, оно в третьем доме. В девятом доме иностранцы, чужие, зарубежные поездки какие-то, да, это вот все, это не похоже на нас. Человек, который выделяется из толпы чем-то, он может стать таким харизматичным лидером. Это тот самый Навальный, допустим, да, который действует не как все политики по третьему дому, оглядываясь на нормальных людей, делает так, как нормальные люди, да, допустим, приворовывает из бюджета. Все мы с вами знаем, как в России работает бюджет, да, и зачем стремятся в политике люди. Ну, само собой, это еще у Салтыкова-Щедрина, да, у кого там только не было из российских писателей, да. Разбуди меня через 100 лет, спроси, что в России делают, скажут, врут и воруют, да. Вот, воруют, конечно. Что у нас делает неправильный политик? Правильный политик, он идет в Госдуму выдвигаться, баллотироваться. Неправильный политик идет в оппозицию. Он собирает своих сторонников, он говорит с ними о том, что им интересно, он направляет их на митинги, да, как Данка, пылающее сердце, там, либо Прометей, либо дьявол. Тут все зависит от того, как вы рассматриваете Навального. Мне лично вообще все равно, да, я к российской политике вообще никакого отношения не имею. Но вот, допустим, для Единой России Навальный это, конечно, Люцифер. А для сторонников Навального он Данка, который пожертвовал собой ради того, чтобы объединить людей. Ну, у него не очень это получилось, да, по итогу, но тем не менее, как это, попытка зачетная, да. Вот, ну, не вышло, что поделать. Не у всех получается. Да, вот у Ленина получилось. У Ельцина в свое время получилось, да, на баррикадах там вот это вот все собраться, да, а вот у Навального пока, что-то, по крайней мере, пока что-то не очень. Хотя действует он как раз вот по дьяволу, объединяет людей, объединяет желание людей, пылающее сердце, все вот это вот. Вот. Плюс он действует не так, как все эти политики, да, он не одевает эти костюмы, он снимает какие-то ролики на YouTube. Кстати, соцсети по этой карте тоже идут. Да? Почему? Потому что вот все наши друзья, одноклассники, третий дом, да, люди с похожими интересами по группам в этих самых, как их, чатики вот эти вот придомовые, общедомовые, потому что там одни и те же интересы, да, это третий дом. Это соседи наши, похожие на нас люди. Третий, девятый дом, взаимодействие людей и соцсетей. Это монополия, да, которая потихонечку подгребает под себя. Это YouTube, который управляет нашими желаниями. Это реклама, потому что Нептун это, конечно, реклама. Это вот наши затаенные желания, да? Это то, что нам хочется, как любому человеку. Что там хочется? Вкусно поесть, секса и прочее, прочее, да? Вот это все, что хорошо работает в маркетинге. Поэтому вот невидимые алгоритмы по Нептуну, скрытые, подводные, подземные, невидимые алгоритмы Фейсбука, Ютуба и прочего всего, да, которые собирают о нас наши данные и потом используют их в рекламе. Девятый дом это, конечно, реклама. Это игра на наших желаниях, да. Вы же хотите быть такими счастливыми, как люди на этой рекламе, да? Немедленно покупайте эту стиральную машину, и тогда у вас будет такая вот великолепно пахнущая семья, да, счастливые дети и розовощекий муж. Обязательно купите нашу стиральную машину. Счастье невозможно без нашей стиральной машины. Помните, как в этом? Слон редкий
полосатый. Да, покупайте наших слонов. Вот, пожалуйста, реклама по этой карте. То есть пояснение людям, чего они на самом деле хотят, куда им нужно стремиться, в какой торговый центр, по какой скидке. Вот, это тоже 9-й дом, тоже Юпитер, тоже этот самый дьявол. Вот. Так что, с одной стороны, как бы, дьявол — это управление нашими желаниями. С другой стороны, ну если нам правильно подсказывают, куда нам двигаться к нашему желанию, если мы действительно хотим купить стиральную машину, раз смотрим в рекламе, а вот у нас там скидки, покупайте наших слонов, приезжаешь и покупаешь, потому что вау, хорошо, круто, действительно, спасибо, что подсказали, реклама сработала, а то бы и не знал, да? Поэтому это работа с информацией, но это работа с какой-то новой информацией, которую вы еще не знали. Привязка, но привязка к вашим настоящим желаниям. Потому что какой смысл обещать вам того, чего вы не хотите? По прямому дьяволу это всегда идет искренность. Это всегда отличие человека от чего-то другого. Когда все говорят одно и то же, становится скучно. И как-то уже начинаешь все это проматывать. А когда внезапно появляется такой харизматичный лидер, который говорит от сердца, который на эмоциях как бы достает из себя эти эмоции, показывает нам эти эмоции. Это Нептун. Вот достать из глубины вот этого шевелящегося ктулху, да, и показать другим: смотрите, я сделал, да, чего я на самом деле-то хочу, вот какой я настоящий. Все развитие этого будет у нас в 12-м доме, да, где идет искренность, страшный суд, откровенность, да. Ну вот тут у нас пока откровенность такая, нацеленная во что-то. Вот такие дела. Так, что у нас в чатике? То я как-то так про чатик позабыл. Добрый вечер, опоздала, болею. Вы не болеете. Вы не болеете, вы выздоравливаете. Одержимость. Одержимость — это вот та самая привязанность. Смотрите, сериалы идут по 9-му дому. Нам же хочется узнать, что там у главных героев. Это следующая серия, да, это клиффхенгеры, это вот тот самый крючок, который в последней серии нам закидывают, да, когда вроде бы сезон заканчивается, и мы такие счастливые, вау, наконец-то проблемы человека разрешились, да, и хопа, на последние 30 секунд серии, на заключительной серии сезона нам дается клиффхенгер. Крючок, который говорит, что а вот в следующем, там, на самом деле, это как бы, это еще не все проблемы. Там это только будущие проблемы еще там скоро будут. Это вот там какой-то чужой. Не всех врагов убили, да. Один спрятался, убежал, он еще вернется и отомстит. Приходите смотреть следующий сезон. Это вот направленность вперед, в будущее. Вот. Учеба в школе, техникуме и институте тоже проходит по дьяволу. Смотрите. Учеба по дьяволу, она не такая, как у всех. Учеба по дьяволу идет индивидуальная. Потому что по 3-му дому ты учишься так же, как все. Ты учишься в школе, ты учишься в институте, тебе дают шаблоны, которые ты перебираешь, пробуешь каждый на вкус и думаешь, это мне не очень, это не очень, а вот это мне нравится. Вот на этот факультет я пойду учиться, как все нормальные люди, которым нравится то же самое, что и мне. Да? Нравится мне, допустим, скандинавская мифология, пойду учиться на филологический факультет. Вот. И таки, ну это я про себя, да. Ну и вот, да, я по 3-му дому выбрал себе филологию и пошел в филологию. Окей, норм. Но когда я понял, что мне хочется чего-то другого, я уже начинаю сам учить то, что мне нравится, то, что лично мне, то, что не учит никто другой. Я начинаю следовать за своими собственными желаниями, отличаясь от всех моих однокурсников.
Они все читают, допустим, старшую, младшую Эдду в переводе на русский язык. Я начинаю учить, там, не знаю, древний норвежский для того, чтобы прочитать старшую Эдду на языке оригинала. Ненормально? Конечно, ненормально. Но мне хочется. Это мое желание, да, это мое желание, от которого я отвязаться не могу никак. Вот маниакальная идея, которая меня схватила, к рыбу крючком держит, и сорваться я с этого не могу. Все нормально идут по шаблонам, немножко почитали эту старшую Эдду, поняли, что к чему, ну и дальше поехали. Работа, дом, работа, там много всяких... А я нет, вот мне вот хочется, нужно, и все, и ты копаешь, как полоумный, да, как человек, который не может избавиться от этого сериала. Потому что тебе хочется этого, это на самом деле твое искреннее желание, вот и все. Поэтому нет, это не по школе, не по техникуму. Институт уже ближе. По 9 дому идут у нас там высшее образование, но это скорее расширение своих горизонтов. Это когда ты сам уже начинаешь учиться тому, что тебе нужно. Это 2, 3, 5, 10 язык, который ты изучаешь, потому что тебе просто нравится учиться. Тебе нравится вот это чувство, которое возникает у тебя внутри, когда ты осваиваешь новый язык, допустим. Вот. Как можно работать с энергией этого аркана? Ну что значит работать? В каком смысле работать? Энергия аркана очень простая. Во-первых, по этому аркану проходят люди харизматичные. Кто такие харизматичные люди? Абсолютно откровенные. Это умение откровенно достать из себя свое желание и показать другим людям. Умение отличаться от других людей. Вот. Умение нарушать. Так, чтобы не нанести никому вреда. Вот. Потому что дьявол это все-таки нарушитель, анархист такой, оппозиционер, который вроде бы идет к благим намерениям, но тем не менее не так, как все. Он нарушает обычаи, он нарушает привычки людей. Он говорит, а что это мы должны делать так, как? Мы вот, может, хотим так, как мы хотим. Каждый сам себе хозяин. Вот есть государство в виде какого-то человеческого сообщества, да, тема государства и сообщества у нас проходит при переходе от императора к иерофанту, да, от тельца к близнецам. А вот дьявол это такой батька Махно, который говорит, а что это, давайте каждый сам себе будет хозяин, да, анархист и индивидуалист, и просто будет делать то, что у него получается, а лучше всего там у кого-то пахать, у кого-то сеять, у кого-то горшки лепить, у кого-то воевать. Вот и все. Нафига нам государство, если каждый сам может. Если мы можем собраться, объединить усилия, нужно хату построить кому-то. Ну, соберемся всем селом, построим хату, потом разойдемся каждый по своим домам опять. Вот. Умение не идти по общему шаблону, а индивидуально, в каждом отдельно взятом случае, присматриваться к обстоятельствам. Например, смотрите, по 3 дому вы можете пойти к психологу, который даст вам тест, и вы по этому тесту проставите галочки, да, в стандартных вариантах, и он сделает какой-то вывод по вашей теме, что у вас там нервозность или еще там какая-нибудь ерунда, да. А вот по дьяволу он сядет с вами и будет индивидуально с вами общаться, разговаривать, в попытке понять глубже, в попытке углубиться до самых ваших желаний, до вашей индивидуальности, до вашей личности. Потому что есть у нас толпа похожих людей, близнецов, народная масса. Есть тот, кто ведет эту народную массу. Тот самый дудочник, тот самый Прометей, тот самый Данко, там, я не знаю, Ельцин, Навальный, не Навальный, какой угодно. Тот, кто говорит обо всем этом и ведет нас куда-то дальше.
Добрый вечер, я стрелец. Возраст соответствует. Правильно ли я понимаю, что мой смысл жизни сейчас жить по дьяволу? Да кто ж вас знает? Смысл жизни человек осознает сам. Если у него с этим проблемы, плохо. Значит, он что-то делает не так. Значит, он не нашел себя в этом мире. Вот. У меня, допустим, смысл жизни... Ну, карты Таро — это вот, наверное, тот смысл жизни, который мне чувствуется ближе всего, потому как в картах есть много того, что из них можно достать и преподнести под каким-то другим соусом. По рыбам есть такая тема. Я пропагандирую карты Таро как умение гадать просто, да, вот чувствуешь ты карту, и ты как бы освобождаешь свою интуицию из оков разума. Вот, что не обязательно соблюдать вот все эти законы, вот эти обычаи по картам Таро. Ты должен естественным образом, как вот этот самый ребенок на лошади, освобождать свою интуицию, выпускать из этих ящиков, да, и просто свободно парить в пространстве, делать то, что ты считаешь нужным, правильным, чтобы ты просто говорил людям, как у них там на самом деле все идет. Вот для меня может быть этот смысл жизни. По 9-му аркану, вернее по 9-му дому, по 15-му аркану, смысл может быть и в том, что ты не такой, как все, и в том, что ты за счет этого можешь объединять усилия других людей и направлять их в какую-то сторону. Плюс по отношению к себе ты можешь осознавать свои истинные желания и направлять их, опять же, в нужную правильную сторону. И на помощь людям, и на помощь самому себе. Но всегда дьявол — это умение работать с желаниями других людей, с их страстями. Причем это очень социальная карта. Смотрите, очень хороший пример по дьяволу, знаете кто? Чичваркин, знаете такого? Как его? Евгений Чичваркин. Такой достаточно известный предприниматель. Напомните, пожалуйста, в какой он... Какая-то там была у него компания сотовая, мобильной связи, что-то такое. Не помню, как называлось. Ну, ваша российская там где-то. Вот. Но суть не в том. Суть в том, что он такой вот как раз. Он какой-то сумасшедшенький товарищ. Он одевается очень ярко, всегда необычно. Какая-то серьга в ухе у него такая заметная. Он всегда ярко и необычно одет. Ведет себя так, так, как ему хочется. Невзирая вот на эти обычаи по 3-му дому, одевается во что-то необычное. Какие-то смешные ботинки, какое-то пальто яркое, какая-то майка, шляпы. В общем, такой человек неординарный. И компанию свою он вел также неординарно, необычно. Какие-то рекламные у него акции там были сумасшедшие, да. И вот рано или поздно он пришел к тому, что... Эту компанию у него отжали, да, власти, заплатили ему там какие-то деньги, достаточно условные, но приличные все-таки, да, можно с этим уехать куда-то за рубеж. И вот он уехал в Лондон, но опять же повел себя не так, как все нормальные люди, а повел себя по дьяволу как-то необычно. Вот он решил создать свой магазин вин, самый дорогой магазин сейчас, Евросеть, вот совершенно верно, Евросеть. И вот он решил создать магазин вин, ресторан. Ресторан называется, по-моему, Хайт, а магазин вин называется Гедонизм, если я правильно помню. И вот он все деньги вбухал в это дело. Причем сделал это, опять же, очень необычно и в очень дьявольской такой манере. Да? Он заплатил какой-то абсолютно сумасшедший 1 000 000 евро или фунтов за деревянную лестницу, такую очень красивую, ручной работы. Очень красивая лестница с 1-го этажа на 2-й. Она там не нужна вообще, в принципе, в этом интерьере, да. Но она туда вписалась идеально. И люди стали фотографироваться на фоне этой лестницы, которая все знали, сколько она стоит. А
Он прекрасно знает, о чем нужно говорить. Он озвучил стоимость этой лестницы. Он сказал, что она индивидуальной работы, что она супер дорогая. И люди стали фоткаться и выкладывать в инстаграмчики. Таким образом, как бы стали сами рекламировать его вот этот магазин вин. Вот. И как он сам говорил и говорит сейчас, что я вообще в бизнесе не очень понимаю, да, но я немножко разбираюсь в людях. И я просто собираю себе команду людей, которые искренне хотят что-то делать и искренне умеют делать свое дело хорошо. И я, говорит, просто объединяю их усилия. Я умею объединять усилия людей, и из этого получается что-то хорошее. Вот умение направить желание людей, потому что не у каждого повара есть желание заниматься бухгалтерией ресторана, но у него есть желание готовить что-то вкусное. Не у каждого официанта есть желание как бы быть хозяином ресторана. Есть просто желание подзаработать немного, но он тоже может это делать хорошо. Вот. Не у каждого бухгалтера может быть желание иметь свой ресторан, но он может хотеть заниматься бухгалтерией. И есть человек, который каждому говорит: а вот давайте все вместе соберемся, ты будешь за бухгалтерию, ты будешь официантом, ты будешь шеф-поваром, я вот вам буду платить зарплату, ну и заниматься рекламой. Вот такой вот дьявол, который направляет усилия людей в одну сторону. При всем этом Чичваркин не умеет готовить, ну так как бы круто готовить, не умеет как шеф-повар, да. Он не очень разбирается в том, всем, в пятом, десятом, но у него шикарная команда людей, которая ведет этот бизнес вперед. То есть он их объединяет, он ими руководит. Вот дьявол — это умение руководить. В негативе манипулировать. Но почему же? Есть же еще и позитив, да? Можно же желание людей реализовывать. Вот такие дела. Поэтому не обязательно, как бы это плохая карта. Это умение объединить желание людей, объединить желание богов и свергнуть, допустим, Кроноса, да? Ну вот это собрать людей вокруг себя и вывести их из темного леса. Это хорошая карта, если в прямом положении. В перевернутом, конечно, это манипуляции. В перевернутом это лжемессия, лжепророки. Это люди, которые играют на слабостях других людей. Это МММ, это разного рода обман. Это реклама, недобросовестная реклама. В общем, много-много. Самое главное прочувствовать суть карты. Тогда вы поймете, как ее реализовать. Сегодняшняя лекция тоже направлена именно в эту сторону. Да? Каждый человек может прочувствовать, что у него получается лучше всего, что ему хочется делать, и понять, как это монетизировать. Самое главное, куда направить свои усилия по этой карте. Усилия нужно направлять на то, что тебе на самом деле нравится делать. Работаю системой самопознания, основанной на энергиях Таро. Дьявол — одна из основных энергий в моей матрице, причем вместе с пятой энергией. Не знаю, что такое пятая энергия. Заметил за собой противостояние «правильно хочу». Ну да, потому что правильно у нас вот по третьему дому. По третьему дому мы обрабатываем информацию, что для нас является правильным. Что такое правильное? Правильное — это совпадающее с другими людьми. Вот. У всех. Все хотят одного, вы хотите то же самое, вы действуете с их точки зрения правильно. А когда нам хочется для себя, вот это дьявол. Это для нас лично может быть правильно. Но для них может быть неправильно. Например, у вас есть 5 друзей, которые любят шампанское. И вот для них шампанское, вечером собраться все вместе, да, взять пару бутылочек шампанского приятного, открыть, раскупорить по фужерчикам и вот приятно провести вечер. Правильно? Для них это правильно. Но если вы 6-й человек в этой компании, не любите шампанское и притащили с собой бутылку рома, допустим, да,
Вот. И говорите: девчонки, я сегодня буду ром пить. Вы там шампусик свой дальше продолжайте, а я вот буду ром пить. Конечно, вы неправильно с их точки зрения себя ведете. Но ведь вам же хочется, ничего плохого в этом нет? Нет. Но вы ведете себя неправильно с точки зрения общества. Вы не разделяете их интересы. Вы следуете своим интересам. Вот это противостояние правильно хочу. И неважно, о чем там речь, о шампанском и роме, либо о политике партии и противостоянии с этой политикой партии. Вся семья хочет в Диснейленд, а вам хочется в зоопарк. Конечно, вы дьявол для них, оппозиционер. Вам вот хочется больше на жирафов посмотреть. Вот это ваше хочется. А правильно с точки зрения семьи собраться всем вместе и делать то, что семья хочет. Это третий дом. Это обычаи. Пан Роман, раз уж говорим о дьяволе, расскажите свое мнение о всякой чертовщине, порче, перевороты с глаза и т.д. Это реально существует? Или люди придумывают и как-то пытаются объяснить этим свои неудачи? Нет, существует, конечно. Почему нет? Кто же мешает? Смотрите, просто мы до конца это понять не можем. Соответственно, выразить какое-то свое внятное мнение. Всякая чертовщина, как вы сказали, это вот как раз умение сделать неправильно. Не так, как все. Все делают нормально, а вы делаете с помощью магии, да? Все, как сказать, все пытаются предугадать будущее, как все нормальные люди, да? Ну, то есть никак. А вы берете карты Таро и начинаете рассматривать с помощью магии. Это неправильно. Все идут за советом к батюшке-священнику или там к раввину, да? Вот, по третьему дому. А вы идете к гадалке или к астрологу. Это неправильно, это чертовщина какая-то, магия. Все пытаются понравиться мужчине нормальным женским способом. Накраситься, там, я не знаю, похудеть, правильное платье одеть, вести себя правильно с этим мужчиной. Это нормальный третий дом, как все себя вести. А по дьяволу можно там приворожить, да? Как там правильно надо выражить? Через обручальное кольцо 3 раза мочу пропустить безлунной ночью, не снимая с пальца. В общем, что-то такое. Вот это вся чертовщина. Все, что неправильно, все чертовщина. Поэтому порча, приворот есть, оно все есть. Люди этим пользуются. И я вам так скажу, что временами это работает. И порой работает хорошо. Если человек понимает, с чем он дело имеет, и понимает, как это неправильное сделать, то... Как-то да. Просто вопрос в том, что зачем делать это неправильно, если гораздо проще добиться результата обычными нормальными методами. Я не помню, кто, по-моему, есть такой товарищ, Пахабов, что ли. Вот. Как-то он там выступал на битве экстрасенсов, да? И вот его учил один из известных в узкой среде российских магов, Моносов, такой есть. И когда шла речь о том, чтобы сдвинуть усилием мысли спичку на столе, да, вот там была очень интересная беседа по поводу того, что нафига мне тратить какие-то энергетические свои ресурсы, напрягаться там, какие-то космические лучи испускать из пальцев, или как они там эту спичку шевелят, если можно просто взять спичку и переложить руками. Это гораздо проще, естественнее. Если у вас получается что-то обычным способом, нафига это дьявол нужен, можно сделать так, как все, стандартненько. Да? Стандартные методы работают отлично, просто потому что они испытаны многими людьми. А вот дьявольщина — это что-то новое. Это движение вперед, помните, подсечно-огневое земледелие. Это земля, на которой вы еще не жили, еще не были. Это что-то новое, необычное, неординарное. Вот. А магия — это всегда что-то неординарное. Потому что магией нормальные люди не занимаются. Магией занимаются неправильные люди. Правильные люди, вон они в обществе, там где-то барахтаются. Каждый занимается своей профессией. А тот, кто живет с краю, леший такой, да, отшельник, какой-то бабка, которая живет на окраине села. Почему? Потому что она не может быть нормальной. У нее там сухая нога костяная, допустим, да.
И она не может там нормально участвовать, у нее семьи не может быть нормальной, потому что кому нужна одноногая бабка, да? У нее не может быть детей, у нее не может быть там этого самого мужа. Единственное, чем она может, это заниматься какими-то там травками, допустим, да, медленно и не спеша собирать эти травки, сушить. Люди потом к тебе приходят, потому что ты неправильный человек, не такой, как все. Все живут нормальной жизнью, ты живешь какой-то дьявольской, необычной, неправильной с их точки зрения. И ты можешь подсказать какое-то неординарное решение. Дать выпить какой-то эликсирчик, отварчик, какую-то травку съесть, чтобы сделать не так, как все могут, а по необычному. Потому что обычные способы не работают. За необычным способом идут к дьяволу, к необычному человеку. Как это? Современные проблемы требуют современных решений, новых, необычных каких-то. Вот. Доброй ночи, я на ночной смене. Скажите, пожалуйста, а с помощью медитации можно более глубже заглянуть в карты? Ну, для того, чтобы заглядывать в карты, нужно, во-первых, понимать, во что вы заглядываете. А то так можно пялиться на эту карту, медитировать и медитировать и медитировать, как бы. Вы прочувствовать ее прочувствуете. Прочувствовать-то ее прочувствуете. Но вы не поймете ее. Вы не поймете, что вы чувствуете. У вас будет смутное чувство узнавания. Но объяснить человеку, о чем там вы чувствуете, вы вот не сможете. Может быть, у нас и муж, и все остальное, это старое мнение. Может быть, конечно. Вот. Но я говорю о том, как раньше это было, как раньше это работало. Сейчас времена другие, конечно. Современные ведьмы другие. Конечно, я же говорю, сейчас нормальный астролог, таролог может, вот как я, быть обычным нормальным человеком, ездить на нормальной машине и вот это вот все. Сейчас к ведьмам все-таки попроще относятся. Да потому что меньше верят в них, вот и относятся попроще. Это вам кажется, что проще? На самом деле ведьм просто считают шизанутыми, шизотериками. Вот. И, в принципе, у них просто свой круг общения. Я знаю очень много людей, которые увлекаются чем-то таким, рунами, картами Таро, но при всем этом стараются это не афишировать, потому что, ну, как-то так люди же не поймут. А некоторым вообще пофигу, они вот занимаются этим, и все, и им нравится быть другими. Их захватывает это вот умение быть таким противником обществу, да, не быть как все, отрастить какие-то дреды, сделать татуировки на лице рунические, что-нибудь еще такое. В общем, вести себя как маг-маг, шизотерик совсем. А некоторые наоборот стараются как-то не афишировать свою магическую деятельность и как бы говорить, нет-нет, я психолог, просто еще немножко знаю карты Таро, да. Вот так как-то. Ну, так что всегда мы как-то вот балансируем между правильным и каким-то вот искренним. Понимаете, всегда есть вот верно в этом самом. Мария, да, написала в комментах, что заметила за собой противостояние «правильно хочу». Все мы балансируем между тем, как правильно себя вести, и тем, как на самом деле хочется. Поэтому дьявол — это умение делать то, как тебе на самом деле хочется. Говорить о том, что тебе на самом деле желается. И вот смысл жизни у очень многих может быть вот умение докопаться до своего настоящего желания и как-то его все-таки провести в жизнь. Понимаете? Вот. Вот такие дела. Поэтому карта это хорошая, которая говорит о вашей индивидуальности, о вашей неповторимости. В каждом человеке есть тот самый внутренний голос, который говорит, ну, правильно-то оно правильно, но тебе это хочется вот так вот. Поэтому у кого-то смысл жизни вот найти в себе этот голос, у кого-то смысл жизни с помощью вот этого стать этим голосом для других людей, направить их куда-то в правильную сторону, осветить им путь этим факелом. Объяснить им, вам хочется вот этого, потому что, как бы, вот тебе, допустим, Маша, хочется собачку завести, 8-ю, потому что у тебя ребенка нет, и тебе хочется о ком-то заботиться.
И 7 собачек, о которых ты заботишься с утра до ночи, не дают тебе на самом деле истинного чувства заботы о собственном ребенке. Это такой как бы пример, не для всех, конечно, но по-разному работает. Вот. Кто-то наоборот решает, что мне не хочется никаких ребенков, я лучше возьму собаку заведу, да. Умение раскрыть желание человека и объяснить человеку, что на самом деле тебе просто хочется о ком-то заботиться и реализовать свое естественное, природное, женское желание заботы о ком-то. Вот этот образ, да, женщины с 28 котами, одинокая, гордая и независимая женщина, она все равно окружает себя существами, о которых нужно заботиться, потому что любая женщина хочет о ком-то заботиться. Неважно о ком, о ребенке, о муже, о родителях, о котах, о каких-то детях-сиротах, о том, о всем, о пятом, о десятом, о горшке с фикусом, о чем угодно. Самое главное по дьяволу, по этой карте, раскопать, что для тебя является истинным желанием. Вот. Вот такие дела, пироги. Как-то так. Так что карта хорошая. Почему? Это понимание своего настоящего желания, истинного. Вот так вот. Вита Тарогов рассказывал, что нельзя заниматься молодым женщинам Таро, что расплата будет, бесплодие, одиночество, красота уйдет и т.д. Типа надо Таро изучать в зрелом возрасте, когда терять нечего. Ну, во-первых, всегда есть что терять. Раз уж говорить о том, что за что-то надо платить, да, всегда есть что терять. Почему нельзя заниматься молодым женщинам Таро? Ну, потому что как бы Таро это не то, что делают все нормальные люди. Когда вы в молодом возрасте начинаете заниматься Таро, вы начинаете действовать не как ваши знакомые подружки, да, вот, вы начинаете действовать необычными, нестандартными магическими способами. И не всегда это получается. И велик риск остаться в одиночестве. Потому что все нормальные девушки, без всяких карт Таро, нашли себе нормальных мужиков, а с этим делом надо поспешить, потому что нормальных мужиков разбирают еще щенками. Вот. А вы пока там занимались этим своим Таро, да, вместо того, чтобы слушать на самом деле свое сердце, да, и прикипеть к тому человеку, к которому вас тянет, начинаете на картах Таро, не особо их понимая, смотреть, суженый он мой или в голову контуженный. Вот. Поэтому, как бы, ну, можно заниматься картами Таро. Но так, низенько-низенько, над собаками, да, то есть, ну, чуть-чуть, немножечко. Не надо делать это своей профессией с молодых ногтей. Потому что это слишком необычно. Вы будете слишком необычным человеком, которому будет очень сложно найти себе пару. Вот. А там, где проблемы с нахождением себе пары, да, там и какое-то и психические какие-то проблемы возникают, и психологические, и психосоматические, и болезни, и все это, вот оно все лезет как это из-за того, что вы вместо того, чтобы как нормальный человек идти по нормальной, ровной, протоптанной сотнями тысяч поколений тропинкой, да, вы начинаете ломиться через бурелом. Я не хочу так, как все, я хочу вот так, как я хочу. Ну, все хорошо в меру. Нужно соблюдать вот этот самый баланс между нормально и ненормально. Между тем, как надо и как хочется. Потому что как надо, вам скажут по воздушному информационному третьему дому. А как хочется, вы должны понять по девятому огненному страстному дому. Понимаете? Лучше всего быть где-то посередине. Вообще всегда быть посередине. Вот это вот баланс, он всегда очень важен. Какой, на ваш взгляд, трек B2 похож на карту дьявола? Да я не помню. Я не то чтобы прям такой фанат-фанат, чтобы... Ну и опять же, там... Была какая-то песенка, я не вспомню сейчас. Была какая-то песенка по поводу того, что
Не вспомню. Ну, неважно. Я не шибкий фанат Би-2. Слушаю с удовольствием некоторые песни, но прям следи. Я так и не нет, я посмотрел вот последний клип, да, там про десятку мечей часто говорят, что, ну, похоже, да, на десятку мечей похоже. Вот, несколько так притянуто за уши, но в общем и целом, да. Вот, похоже. А по этой карте не вспомню. Это надо смотреть, вспоминать. Вот такие дела, пироги. Хорошо, часика полтора у нас есть. Давайте потихонечку заканчивать, наверное, да? Все равно, я думаю, народу много сегодня нету. Ну вот максимум наш это 65 человек было максимально. Сейчас 50. Ну, все равно больше, чем я рассчитывал. Я думал, будет человек 30 максимально. В 2 раза больше пришло, чем я рассчитывал. Ну, сейчас все-таки праздник. Кто-то празднует, кто нет. Это уже сами решаете, да? Вот. Следующая лекция у нас будет по башне. Тоже очень интересный аркан. И вот там, хочется не хочется, про политику мы поговорим. Сегодня тоже слегка про политику поговорили, вспомнили там оппозицию и власть, да, то, как надо и то, как хочется, да. Что-то такое вот привычное, старое и что-то новое, необычное, да. Ну вот, поговорим о том, как взаимодействует башня с этим самым, с колесницей, противодействует. Тоже очень хорошо, тоже очень интересно, тоже там может быть много таких аналогий с властью и с оппозицией, опять же, вот, с номенклатурой и с какими-то яркими людьми. Оппозиция, опять же, разница по свое личное и общественное тоже может быть. В общем, поговорим о башне. Встретимся, наверное, в следующий вторник. В этот четверг я постараюсь выйти в эфир по спонсорам. Непонятно пока, что там будет у нас по спонсорам, потому как много народу с территории РФ, много народу, вот, визы и мастер-карты на территории России работать перестанут после 10 числа, вроде бы как у кого-то продолжат. Ну, в общем, что там будет с подписками на спонсорство, я не знаю. Вот. Я на всякий случай... У меня раньше канал был... В настройках канала стояло место жительства Россия, хотя я сам в Польше. Я только недавно это заметил, перевел на польское. Соответственно, подписка, по-моему... Я не знаю, как у вас в России подписка показывается, в рублях или в злотых. У меня сейчас в злотых, поэтому я даже не помню, сколько подписка. Вот сейчас. В общем, сами смотрите, скажете как-нибудь. Я думаю, в четверг мы с вами увидимся на Монаре. Вот, по крайней мере, я постараюсь, если ничего не изменится. Потому что, честно говоря, сейчас каждый день что-то новое. Что там будет завтра, послезавтра загадывать мы уже не можем. Вот, поэтому будем отталкиваться от существующей реальности. Будем смотреть, что и как там у нас будет двигаться. По магии Таро будут эфиры. Скорее по рунам будет. Вот, будут эфиры, но немножко попозже. Я сейчас как раз изучаю руны. Делает не быстро, но очень интересно. Поэтому вот постараемся как-то окунуться еще и в руны. По поводу медитации на карте, я думаю, многие говорят, что вот у вас такой голос, пан Роман, такой прям глубокий, под который засыпаешь хорошо. Ну, посмотрим, может быть, придумаем что-нибудь интересное с какими-то медитациями на карте Таро. Мысль для меня такая новая относительно, но посмотрим, может быть, что-то получится. Может быть, что-то получится. Так что развиваться будем дальше, не будем отчаиваться.
Посмотрим, что там у нас с Ютубом будет на территории Российской Федерации. Но в любом случае, как бы я-то в Польше живу, поэтому в любом случае эфиры будут. Даже если несколько человек останутся, все равно эфиры будут. Добренько, рад был всех вас видеть. Всем пока, увидимся на следующем эфире. До свидания.